Ну, красивый какой. Ранней весной все-таки карп клюет на животные насадки. Да, карпушка? Привет, друзья! Сегодня я выехал на рыбалочку, взял с собой, вот уже поставил 2 фидера. Именно половить карпка раннего, весеннего, который сейчас вот на бойлы не клюет, а хочу провести эксперимент и половить на живые насадки. То есть это червь, опарыш, кукуруза. Как будет клювать, на что лучше будет клювать и вообще как будет рыбка себя вести. Вот такой небольшой баттл насадок и оснасток. И я приехал на пруд Дальний Рак. Будет ссылка в описании. Ссылка сверху. Я в том году отлично здесь половил и карпка, и форель. Открывался на этом сезоне по фидеру. И сегодня, долго-долго думая, выбирая между прудами, решил повторить выезд сюда и поймать карпика. А что из этого получится, смотрите до конца. Будет интересно. Итак, сегодня у меня будет маленькая битва насадок и самих оснасток. Хочу поэкспериментировать. Ранней весной на что пойдет. Это классическая. Так, кормушка и такой маленький крючочек. На этот маленький крючочек я посажу червя. Вот он, жирненький. Вот, и одного опарика для того, чтобы сам червь не слез. Крючочек очень маленький, может убежать. Так. Опа. Все. И забью это. У меня осталась зимняя прикормка. Лещ, гринфиш. Вот забью гринфишем. Это у меня одна будет. Один фидер. И второй фидер. Второй фидер. На него я насажу кукурузинки. Ну что, забью я. Так, это обычная прикормка. Видите, сладкая летняя. Ничего в ней такого нету. Крупная фракция. Кажется, дунаевская, что ли. Так. И кукуруза. Плюс опарик. И вторая у меня еще есть кукуруза насадочная. Так. И опарик. Надеюсь, на кукурузу будет покрупнее клевать. Ну что, будем закидываться. Значит, будем как-то вот так, что ли. И одну ближе к тому берегу. Я видел, там плескался, ходил. Ну что, давай в ту сторону. Оп. Вот это только закинул. Смотрите, ребят.
Смотрите, как клюет. Слушайте, ну прям, если кидаешь там, где он идет, он по бережку ходит, прям поклевка бодрая и быстрая. Вон. Кстати, на червя прям быстрее клюет. И свежего. Вот стоял какой-то, ну, предыдущий поклевки я не стал убирать. И он почему-то не клевал. Насадил свежего сразу же. Звук фрикциона, лето началось наконец-то. Сверху идет. Ну давай, подымайся. Слушайте, дает вниз прям. Может побольше, чем предыдущие. Он решил в кусты уйти. Он идет. Давай сюда, в эту сторону. Не надо там садок стоит. Сейчас зацепишься еще. Прям экшен какой-то. Супер. Кайфово. Оп, ну да, побольше чуть. Кайфово. Оп. Ну, полторашечка, ребят. Так. Сейчас отцеплю его и поближе вам покажу. Да не полторашечка, а двушечка. Что-то он как-то в руку я его взял, он прям увесистый. Смотрите, ребят. Вот такая полторашечка. Ну, это полтора смело, вот чуть-чуть побольше, может. Мне очень понравился. Начинаем ловить нормально. Наконец-то карп начинаем ловить. Я, наверное, начну складывать все-таки карп. А потом в конце покажу весь улов. Давай, друг. Пацак я купил специально в этом году. Карповый. Они там специальной тканью. Хороший. Ну, карп леща там на долгое время может там сохраняться. Так что нормальные экземпляры хотя бы пошли клевать. Вот, смотрите. Клюет прям сразу. Точно клюет. Да? Сидит. Сидит, родимый. На червя прям моментально клюет. О, смотрите. Поехал. Фрикцион. Вон под той стороной, ну, прыгает так кверху. Походу место стоянки, прохода нашел. Он там теперь греется. Я туда попадаю, сразу клюет. Крючки фидерные, маленькие, тонкие. Быстро засекается. Карп его уже не выплюнет. А даже если выплюнет, то он перезасекает его. Я уже видел такое. Только порвать. И все, поводок остается карпу. Ну давай, иди сюда. Ты поглянь. Ребят, ну что я могу сказать? Отзыв от червя с одним опариком просто, ну, практически моментальный. Вот за край губы. Вот смотрите, сейчас покажу. Смотрите. Прям вот за край губы. Но держит. Вот такая полторашка. Такая же, как предыдущая. Ай-яй-яй. Пойдем в подсак. В садок, то есть. Пойдем в садок. Оп.
Ух ты! Смотрите, клюнула. Опа. На этот раз клюнула быстрее кукурузка. Но мне кажется, это зависит от того, где рыба держится. Надо поставить эксперимент. Сейчас поставить удочку. Вот здесь поплавок. Поближе к камышу. Может, и здесь будет клевать. Ну что, фидер. Рыбка борется хорошо. Мне нравится. У нас всю неделю лили дожди, холодно было, невозможно. В квартирах отопление выключили. И тут раз на рыбалочку, первый такой световой день хороший. Давай, давай. Ой, небольшой. Небольшой карпик. Оп. Но это именно карпик. И клюнул он на кукурузу с опарышем. Все-таки животные насадки рулят. Ты не хочешь клевать, фидер? С червем? Зря я спросил, сейчас начнет клевать. Ну, такой полукилограммовый. В той стороне помельче еще. И я вот кидаю там где-то посерединке. Подходит, клюет. Интересно. Посмотрим, на что больше клюнет рыба. На червя с опарышем или на опарыш плюс кукурузка. Так. Обратно. Я примерно заколепсовался, там место. Кидаю там на дерево. Чтобы попадать примерно плюс-минус 5 метров в одно место. О, клюет как, смотрите. О, тянет, блин. Смотрите. Оп, что-то небольшое. Полкилограммовое. Но бьет, бьет, бьет активно. Ведет в сторону. Кукуруза сработала быстрее. Червь стоит еще. Оп. Давай сюда. О, малышок. Слушайте, это на чистую кукурузу, без опарыша взялся. А черный какой. Видать, живет. Окрас места обитания черный. Сейчас покажу поближе. Правда, такой черный карп. Просто странно. Смотрите, ребят, черный карп. Весь прям черный-черный. Вот. Откуда такой черныш-то? Видите? Видать, место обитания ореол где-то. И вот он такой черный. Ветер подул. Надо как-то... То он погонит ветер, то приостановится. И вот какая-то такая погода. Ну и как я вам говорил уже. Вот, ловлю. Одна оснастка у меня вот. Пружина 40 грамм. Арбуз в простонародье. Вот. Хочу поменять крючок. Крючок у меня вот здесь какой-то маленький-маленький стоит. Реально очень маленький. Очень зацепистый. Но мне кажется, надо его поменять, потому что карп хорошо клюет, активно. И иногда слишком сильно заглатывает. А я буду отпускать, поэтому не хотелось бы, чтобы он его заглатывал сильно. И я поменяю на более чуть-чуть крупный. Он также клюет, не боится его. Вот. На побольше размер, раза на два. Ну и вот у меня кукурузка.
Так, это вот верхний я сажаю просто. Вот. А низу такой же крючок стоит у меня по размеру. Нормально все засекается. Я ставлю одну кукурузку. И вот у меня опарик. Ну, 2 поставлю опарика. Взял сразу 2. И вот у меня летняя прикормка. Здесь есть чуть-чуть вкрапления. Она сладкая. Здесь есть чуть кукурузки. Но не так много, чтобы перекормить карпика. Вот. А на вторую я ловлю, как я уже сказал, червь плюс опарыш. И забиваю кормушку фидерная инлайн. Вот. А кормлю зимней прикормкой. Вот у меня лещ-мотыль есть, зимняя прикормка. Я ее остатки угоняю. Лещ-мотыль тоже неплохо. Тоже привлекает. Вот она у меня во втором веревке. Ну, естественно, я флет поставил. Не могу без бойлов. Но пока молчит. Пытаюсь бойлы подобрать. Вот, навел ему прикормку фидерную именно, карповую. Но он что-то молчит. Наверное, все-таки для боев сейчас градусов 8 температура. И для нашего региона вот еще не очень, как говорится, хорошая погода. Учитывая то, что недавно выложили в группе на Воскополе, поймали первую рыбу на 2 килограмма. Ё-моё, уже 22 число. Вот, а мы все пытаемся разловить. Я в том году 28 марта уже ловил там. А вот в этом году как-то по-другому у нас климат ведет себя. Именно зима долгая, хорошая. И вот сейчас еще пока не расклевалась рыбка. Ну ладно, хватит разговаривать, пойду забрасывать. У меня есть ориентир с той стороны, деревцо. На него и кидаю, получается где-то там. Давай, поклевывай. Поклевка в прямом эфире. Интересно, будет или нет, прямо вот сейчас, пока снимаю. У меня такое ощущение, что червя съела, а кукурузку клюет, потому что ее еще не сбила. Все, надо проверить. Вот опять кукурузка клюет. Хороший сидит. Либо хороший, либо уже в камышах. По камышам идет. Прям так с напрягом. И аж фрикцион пришлось закрутить. Прям волна поверху. Да-да-да. Столько эмоций на открытии карповой рыбалки. Пусть будет на животную насадку. Может он забагрится? Нет, нормальный. Все нормально, как положено, клюнул. На кукурузу. Давай иди сюда, паровоз. Ты мой. Вот он. Ну хорошенький. Чего здесь сказать? По размеру-то хороший. Двушечка. Так, ребят. Прям за самый краешек. Сильнее бы дернул, мог бы все оторвать. Вот такой красивый зеркаша. Вот такой. Ну-ка, плавник, покажи. Ну что, открытие карпового сезона на фидер удалось. Это вам карп говорит: езжайте, ловите меня. Вот такие эмоции, ребят, правда. Фух. Еще ехал, думал, поймаю, не поймаю. Что-то такое ощущение, так последние 2-3 рыбалки как-то не очень хорошо шли. То есть видео не было практически. И тут раз, отлично. Ну, ребят, секрет один, блин. Езжайте туда, где клюет, по отчетам смотрите. Ранней весной только так. А ехать на свой любимый водоем, который не клюет, это бесполезно. По ранней весне и по холодной воде. Мне кажется, вот эта удочка не клюет только из-за того, что мы уже все сожрали.
Вот эта поклевочка. Отошел. Аж фрикцион стал разматывать. Слышите, ребят, как надо подубавить. Все, оторвал крючок. Вот это поклевочка. Да, надо далеко туда не кидать. Там камыш, видать, он туда раз. И конец вашей оснастки. Да, все. О. Ну что, заряжаемся по новой. Вот такие поклевки злые две. Слушайте, вот это злые поклевки. Прям так, прям фидер вот так прям сгинается. Прям невозможно, прям эмоции. Ничего, что не выдернул, пофигу. Главное, что клюет. Кстати, у меня вот там они рядом стояли, я уже передвинулся в ту сторону. Вот оторваны 2 крючка от той кормушки и от этой кормушки. Ну, видать, он там хорошо прям идет туда, заматывается за камыш и стоит прям. Так, не буду ставить по одной удочке, а то начинает клевать. Я пока там ввожусь, все прозеваю. Сейчас одновременно 2 закину. Так. И вторая сразу. Все. Теперь давай клюй. Ну что, ребят, с утра лучше всего червь брал. Сейчас кукуруза. И кукуруза то с опарышем, то просто. Так что животные насадки рулят. Ой, да ты малышок ты мой. На чистую кукурузку позарился. Ладошечный. Оп. Ладошечный вот такой. Давай, плыви. Так, какой-то часовой перерывчик. И поклевочка на кукурузку. О, как ты сошел? Блин, слушайте, ну какой-то уже 3-й сход подряд. Это какой-то задница. Тащу, вроде все нормально. Все хорошо. Ну что такое реактивный, что здесь отрывается, что ли? Так, на кукурузу с опарышем клюнуло. Ладно, перенасаживаться.